последнее время какое-то жуткое обострение, и мне хочется очень много всякого лепить из глины. И мне недавно кто-то скинул в Инстаграме несколько картинок и подписали: хочу, чтобы это вызвало у тебя желание, вдохновение налепить сережек из глины. И знаете что? Получилось. Я, к сожалению, не запомнила, кто именно мне это скинул, а потом потеряла аккаунт. И вообще, я, кстати, никогда не знаю, мне стоит ли говорить имя этого человека, типа, хочет ли он, чтобы я сказала, что это он мне скинул. В общем, всегда странно. Но спасибо большое, что кидаете всякие разные картиночки, они меня, правда, вдохновляют. Я сразу же первым делом пошла в интернет и на Амазоне. У меня все время спрашивают, где ты что, когда купила. На Амазоне я все в основном покупаю. Я купила вот такой вот набор. Сейчас мы его откроем. Набор с разными штуками для делания сережек. Здесь у нас есть вот такой вот, это пинцет. Сейчас. Блин, я постоянно покупаю наборы, и у меня с каждым набором есть пинцет и плоскогубцы. У меня уже скоро целая коллекция будет. Вот здесь вот такой вот гнутый пинцет. Так, здесь в наборе идут разноцветные. Здесь есть типа бронза, золото, медь и серебро. И 4 разные штучки к ним. Здесь есть вот такие вот штуковины, чтобы делать сережки висячие. Есть, чтобы делать сережки, которые в ухо втыкаются, и сразу они там в ухе. Есть какое-то кольцо, я не уверена, мне надо почитать инструкцию, что это такое, что с ним делать. Дальше есть колечки соответствующих цветов для того, чтобы скреплять. Здесь есть также штуки, которые называются типа французские сережки. Я тоже не уверена, как с ними работать пока. Есть закрепки, которые сзади в сережки вставляешь. И также есть эти же закрепки, только, блин, я забыла, как этот материал называется. Ну, короче, мягкие, не железные. Я, кстати, не знаю, что людям больше нравится, потому что мне всегда больше нравились вот эти вот не резиновые, что это за материал? Не пластмасс, блин. В общем, вот такие вот мягкие, не железные. Но мне интересно, какие вам больше нравятся. Возможно, вы любите железные. Возможно, они сильнее закрепляют сережку или что. Как я уже сказала, здесь есть вот такие вот плоскогубцы. Небольшие, маленькие, розовые. Ага, говорят, что эти плоскогубцы покрыты маслом, чтобы предотвратить их ржавение. Надо будет их помыть перед использованием. Также у меня есть мой набор инструментов, его я уже показывала. Думаю, сегодня он точно пригодится. И есть глина, которая называется Das. Это глина, которая засыхает сама по себе, ее не нужно запекать, но из нее, из поделок из нее нельзя есть. Эта глина чисто декоративная. Я купила еще килограмм такой глины, я другую даже никакую не рассматривала, что все, что я сделала из этой, мне всегда нравилось, устраивало, она не трескалась, ничего с ней не происходило, поэтому я к другим брендам даже не обращаюсь. Я нарисовала вчера и сегодня несколько дизайнов. Я решила напечатать их на листе того же размера, которым я хочу его сделать, и просто тогда их вот так вот обводить на глине. Надеюсь, это будет нормально. Я, по крайней мере, старалась. Я специально напечатала это на более твердом, типа как картоне, для того, чтобы бумага не мялась и ее было более удобно обводить. Надеюсь, будет прикольно. Очень сложно было выбрать, что я хочу именно, потому что мне не хотелось делать какие-то очень-очень банальные вещи, типа там, я не знаю, ромашка, то, что все везде всегда очень много раз я видела делают ромашки. Или даже вот я не хотела делать грибочек, но я знаю, что мне очень нравятся грибочки, я бы хотела такие сережки, поэтому я их делала. Я в этот раз решила инкорпорировать сюда некоторые мемы. Мне предложили сделать тарелки с мемами. Я до тарелок еще доберусь, потому что у меня есть некоторые идеи на них. Но я подумала, что очень классно будет сделать также сережки с мемом, который вот этот вот и с Майком Вазовски. Я надеюсь, кстати, что они будут не тяжелыми, потому что у меня есть еще опасения по поводу того, что я сделаю здоровенную балду какую-то, которая будет просто тянуть уши вниз, и это будет невозможно носить. Да, в общем, пока что вот такие дизайны. Вот это, кстати, вы видите, это я пыталась сделать Майка Вазовски вот таким, вот я думала, что я повешу фигурку прям полноценную с руками и ногами, но я недооценила то, насколько она может быть тяжелой, и подумала, что такие сережки лучше не делать, я оставила его до будущих лучших времен, когда я, возможно, сделаю из него, например, брелок на ключи или что-то такое. А вообще, по поводу вот этих всех остальных дизайнов, это было невероятно сложно, сложнее, чем это могло бы показаться, даже учитывая то, что я как будто бы по формам вырезала, все равно просто невозможно было сделать две одинаковые. Ну, я сейчас говорю, конечно, о более сложных каких-то штуках. Например, вот полумесяцы было вообще легко сделать, и они получились вроде бы даже точно такого же одинакового размера.
а остальные все равно где-то отличаются. Ну, в этом есть, конечно, какой-то прикол, типа, прям точно handmade, знаете, но все равно, не знаю. Мне кажется, если мне какие-то дизайны прям очень понравятся, и мне захочется больше сережек с ними делать, то есть не по одной штучке, как я сейчас сделала, я, скорее всего, просто закажу себе кастомные формы для вырезания и не буду морочиться с этим. Я тогда просто буду их вырезать и буду на 100% уверена в том, что они будут такие, как мне нужно, и это будет гораздо легче делать, если, ну, особенно если ты делаешь это на продажу. После того, как я все это вырезала, я дала этому всему высохнуть. Единственный, наверное, плюс — это то, что все сохло очень быстро, потому что это очень маленькие штучки. Потом я быстренько их отшлифовала и была готова к раскрашиванию. Так, ну что, все мои сережки высохли, они у меня находятся вот в такой вот штучке. Я сейчас наклею кусок пергамента вот так поверх этой штуки, просто для того, чтобы краска не осталась у меня на этом коврике, потому что краску потом будет сложнее все-таки отодрать от нее, чем глину. Кроме этого, я еще купила вот такие вот кусачки для того, чтобы обрезать кончики, потому что у меня здесь, например, вот очень длинный, мне его, чтобы завернуть, нужно его немножечко обрезать. Раскрашивать сережки, вообще раскрашивать любые изделия из глины мне очень нравится, но когда дело доходит до таких изделий, где есть зад и перед, и их невозможно покрасить одновременно, меня это немножко подбешивает. Я как-то красила брелки, точнее, не, я тогда покрывала их лаком, и я придумала такое, что я вешала эти брелки и сразу покрывала зад и перед лаком, и я думала, так будет супер удобно. В принципе, было удобно до тех пор, пока это не начало все падать. И тогда портилось изделие, оставались вмятины на лаке и все прочее. Я подумала, что в этот раз я с краской так поступать не буду. И мне приходилось ждать того момента, когда засохнет вот перед, и потом красить другую сторону, что не очень удобно, потому что иногда, например, у меня засыхала краска, я уже не могла добиться точно такого же оттенка, например, зеленого цвета, и мне приходилось смешивать новый и покрывать снова и перед, и зад. Или же, например, вот грибочки, они вообще круглые, и мне приходилось их чуть ли не по третьей части грибочка красить, а он же такой маленький и так неудобно, что нельзя покрыть его полностью. Я вставляла вот, например, в губку вот эти части, на которых были кончики, что было потрясающе, потому что красилась и та, и другая сторона, и они сохли идеально, друг друга не трогали и стояли, в общем, блин, потрясающе. Но, к сожалению, так нельзя было сделать с вот этими, у которых были только крючки. Но, в принципе, блин, не критично, знаете. Хотя бы было удобно держаться за кончик вот так плоскогубцами и раскрашивать так плотно и так, что оно не елозилось у тебя вот руками, как, например, некоторые, в которых у меня были только дырочки. Вот, например, луна или кружочки и привидения. В них у меня не было ни палочки, ни кружочка, за который можно было держаться, и я просто по пергаменту их гоняла кисточкой, не знала, как ее так зацепить, чем взять, чтобы отпечатка не осталось, но вроде бы все получилось. Капец, я вот это вот красила 2 часа, и это все еще без каких-либо деталей, чисто базовые цвета. В общем, я устала, вернусь к этому попозже. Так, пришло время воспользоваться кусачками. Я уже один раз ими пользовалась, чтобы протестить чисто, как это будет работать. И вот эта штука, которую я отрезаю, летит в неизвестном направлении, и ее невозможно поймать. Это причем, ну, я пыталась ее поймать, точнее, защитить вот так вот руками. Не знаю, как... Не знаю, как делать. Вот так вот как-то. Оу! Даже не слышала щелчка. И, кажется, я обрезала больше, чем надо. Нет! Сейчас бы вспомнить, как куда гнуть. Так, насколько я помню, девушка там в видео рассказывала, что надо загнуть в одну сторону чуть-чуть. Вот так. А потом в другую начать заворачивать кольцо. Нет. Черт, слишком длинно. О боже, нет. О нет, боже мой, я сейчас отломаю. О. Капец, это было сложно. Фу, это сложнее, чем я думала. Я еще боюсь, что я не в ту сторону это все делаю.
О, получилось вроде бы без проблем первый раз. Ауч! Все, я наловчилась, и теперь мне жаль, что так быстро это закончилось. Мне даже понравилось это делать. Такс, теперь начинаем дальше красить. Самое интересное, всякие детали добавлять. Так, сейчас будет самый главный тест для этих моих новых кисточек. Начинаю рисовать супер мелкие детали, конкретно всякие лица. Я не понимаю, вот эти три, они выглядят, будто они одного и того же размера. Не, ну вот это явно тоньше. Так, с чего начать? Начнем с чего-то легкого для того, чтобы чисто размяться. Ставлю точки на клубниках. Мне нравится, когда их ставят желтым цветом, но, блин, у меня желтый настолько ненасыщенный, что мне придется очень много раз это делать. Так, ну пока вроде хорошо идет. Такс, ну, мое ревью по поводу этих кисточек. Это гораздо удобнее. Я всегда жаловалась раньше, что мне вообще очень не нравится работать с миниатюрными предметами. Раскрашивать их для меня было всегда кошмаром каким-то. Но теперь я понимаю, что когда есть необходимые инструменты, и когда эти инструменты правильно работают, то все оказывается не так плохо. Все оказывается гораздо интереснее, чем мне казалось. В общем, теперь я хочу единственное, что купить новые краски. Я уже заказала их. В следующем видео, надеюсь, уже буду красить новыми. Надеюсь, будут лучше ложиться, чем эти, потому что с этими мне немного сложно работать. А кисточками я очень-очень довольна. Единственное мое опасение сейчас в том, что те кисточки, которыми я пользовалась, начали как будто бы немножечко у основания распушиваться. Что будет очень-очень плохо, если они так и продолжат, и у них перестанет быть вот этот суперострый кончик. Такс, ну что ж, теперь приступаем к самому-самому интересному. Я уже так говорила про раскрашивание деталей, но теперь прям экстра интересное. Это цепляние всего этого дела на, собственно говоря, сами сережки и собирание вот этих вот комплектов. Блин, я прям не могу, очень интересно посмотреть, как это получится. Еще очень сильно уже быстрее хочется покрыть это все лаком, для того, чтобы это еще и блестело. Знаете, что я только что поняла? Капец. У меня вот эти вот штучки, я рассчитывала добавлять их как типа бонусные. Ну, то есть у меня будет одна фигурка, вторая фигурка, они сцеплены друг с другом. Короче, надо... Вот здесь я точки сделала, дырочки точнее, в которые надо просунуть примерно вот такое вот колечко. И я поняла, насколько оно у меня толстое. В эту штуку в жизни не пролезет никакое колечко. Блин, и привидения у меня тоже такие привидения. Ну, оно потоньше вроде бы чуть-чуть, но сюда тоже не пролезет ничего. Ладно, это я так думаю пока. Давайте попробуем, как будет на самом деле. Боже мой, как страшно, что я сейчас прицеплю это так, что оно не будет в ухе висеть. Так как оно... ну вот оно, собственно говоря, я прицепила уже не той стороной. На удивление, все влезло. Так, теперь единственное, что я сделала вот эти несколько запасные. Я собиралась куда-то это прицепить. А дело в том, что я сделала запасные, но не сделала ни одно место, куда... вот сюда. Если бы вам рассказывать не начала, так бы оставила. Я пока делала свои первые сережки, поняла, что никогда даже раньше не задумывалась над тем, сколько же работы уходит на такую, казалось бы, маленькую вещь. Кроме очевидных вещей, где нужно слепить глину, отшлифовать глину, я еще потратила кучу времени на то, чтобы залить каждую дырочку суперклеем, для того, чтобы потом ничего оттуда, никакая деталь не отвалилась, не выпала из глины. Потом я каждую железную деталь отмывала ацетоном и отшкарябывала ножиком, потому что туда попала краска, и это выглядело не очень аккуратно. После этого я докрашивала каждую сережку практически, потому что во время того, как я соединяла детали, некоторая краска ободралась. И только потом я наконец-то покрыла это все лаком, и они были готовы. Вот такой вот получился результат. Я им в целом, в принципе, очень довольна. Все сережки получились
практически на 100% такими, как я хотела их видеть. Майк Вазовский получился чуточку не совсем таким, как надо, но даже в этом, по-моему, что-то есть. Пишите в комментариях, какие сережки вам больше всего понравились, и если какие-то из них вам понравились настолько, что вы хотели бы иметь их у себя, вы всегда можете приобрести их у меня в магазинчике в Инстаграме. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Спасибо большое за просмотр этого видео, надеюсь, оно вам понравилось, и мы увидимся с вами в следующем. Пока!